Всем привет! И сегодня я хочу такую небольшую лекцию провести про то, каким еще прекрасным, классным способом можно снижать уровень стресса, кортизола и всех вот этих стресс-реакций, которые мы испытываем каждый день. Мне кажется, это один из самых простых и один из самых прикольных способов. И, конечно же, вы уже догадались, что это аромамасла. Мне кажется, до сих пор многие не совсем понимают, как это работает, да и я на самом деле не совсем понимала, поэтому решила изучить. Кажется, что, ну, условно, ты какой-то аромат вдыхаешь, и это приятно, а если он еще очень приятный, то это очень приятно. Либо там наблюдаешь, как это работает все в диффузоре, и это тебя успокаивает. Но на самом деле это работает вообще не так. И аромамасла действительно имеют влияние на нервную систему. Это не магия, хотя магия в аромамаслах тоже есть, мы о ней поговорим в следующий раз. Это не просто такой типа вкусный аромат, это реально быстрый способ повлиять на свою нервную систему. Мы с вами поговорим о том, как аромамасла снижают кортизол, но на самом деле это очень упрощенная формулировка, и она может вызвать очень много вопросов, потому что от того момента, как мы вдыхаем какое-то масло до того момента, как кортизол реально снизится, происходит определенная цепочка действий. Вот о ней мы сейчас и поговорим, потому что я совсем разобралась. Итак, как это работает? Когда мы вдыхаем какой-то аромат, все это приходится на обонятельные рецепторы. Это такие клетки, которые распознают химический состав какого-либо аромата. Далее сразу по обонятельному нерву сигнал от аромата идет сразу в мозг. И причем не в какие-то сектора, где мы что-то там анализируем, а сразу в те зоны области мозга, которые отвечают за эмоции, чувства и реакции. Если мы, например, сравним со зрением, то когда мы что-то видим, сигнал по зрительному нерву сначала попадает в зону мозга, которая анализирует, что это такое. То есть у нас такое идет когнитивная оценка, типа это безопасно или опасно, это мне нравится или не нравится. И только после этого возникает какая-то реакция тела, реакция, там, не знаю, нашей нервной системы. С запахами все происходит быстрее. Аромат обходит аналитическую часть, то есть это все происходит за считанные секунды и сразу добирается условно до наших эмоций и чувств. Именно поэтому аромат очень мягко и напрямую может менять состояние, там, не знаю, снимать напряжение, успокаивать или наоборот приводить в более бодрое состояние. Например, когда вы очень устали, загружены и вы не можете там размышлениями своими как-то поменять свое состояние, такое бывает, ароматы здесь выступают очень быстрым способом переключить наши реакции тела, переключить наше состояние. Это происходит условно, ну не по щелчку, конечно, но что-то типа того. Итак, как происходит влияние аромата на тело и психику? Как происходит влияние ароматов на наше тело и психику? Сигнал от аромата по обонятельному нерву передается сразу в мозг, в лимбическую систему, которая отвечает за оценку безопасно, небезопасно и за наши ассоциации. Поэтому мы молниеносно можем сразу определить, что этот запах нам знаком, он напоминает нам лето 2007 или что-то такое. Далее сигнал из лимбической системы передается в гипоталамус. Вот эта структура как раз-таки отвечает за связь мозга с телом. Гипоталамус управляет вегетативной системой, которая отвечает за парасимпатику и симпатику, мы об этом поговорим, и за гормональную систему. То есть это вот, пожалуйста, у нас молниеносное влияние на как раз-таки уже телесную нашу оболочку. Здесь самое главное понимать, как работают вообще масла. Они состоят из разных компонентов, и разные компоненты подают разные сигналы условно мозгу, а мозг телу. Если некоторые компоненты направлены на расслабление, ну то есть химические элементы, то мозг подает там сигнал включать парасимпатику, которая отвечает за расслабление, доверие и вот такое замедление. Если же компоненты аромат, ну не знаю, там какой-нибудь лимон, например, такие больше про бодрость, то мозг подает сигнал телу в парасимпатическую систему, например, там сфокусироваться, встать, что-то поделать и вообще в целом мобилизоваться. Теперь еще посложнее про нейрохимию мозга. Например, некоторые компоненты масел, ну, например, в лаванде, я не помню название компонента, он взаимодействует с системой ГАМК.
ГАМК — это главный такой тормозной нейромедиатор мозга. Он отвечает за то, чтобы, ну, условно, снижать вот эту переизбыточную активность мозга, и поэтому, ну, условно, вот мы начали с лаванды. Лаванда, она как бы усиливает это тормозное, замедляющее действие и уже воздействует на двух уровнях, то есть на парасимпатическую систему и на уровне нейрохимии. И если вот зафиналить всю цепочку, как аромат воздействует на организм, на нашу психику и тело, запах ощущают рецепторы в носу, далее идет сигнал в лимбическую систему, из лимбической системы в гипоталамус, который уже посылает сигналы телу, и, например, там лаванда переключают уже на парасимпатику. Параллельно через систему ГАМК у нас замедляется вообще возбуждение нервной системы. И на фоне вот всех вот этих вот процессов, естественно, происходит снижение кортизола. Если мы вспомним, да, что мы вообще можем многое что делать для снижения кортизола, чтобы наша нервная система правильно это воспринимала, то аромамасла с этим справляются прекрасно. Они не напрямую это делают, а через целую цепочку классных, прикольных процессов в нашем теле. То есть ароматы не меняют гормоны как бы напрямую, но они делают более базовые вещи, они подают сигнал мозгу, что здесь классно, безопасно, а мозг уже делает все остальные дела, соответственно, работает и с гормонами в том числе. Второй прикольный вариант, как можно использовать аромамасла, это ассоциации, создание ассоциаций. Как я уже сказала, сигнал из носа у нас попадает сразу в лимбическую систему, а она отвечает за память и за ассоциации. И вы сами знаете, что некоторые ароматы реально могут просто переносить в самые приятные периода жизни, а некоторые наоборот, как, не знаю, какой-нибудь аромат бывшего, типа того. Так вот, здесь мы сознательно можем создавать ассоциации для нашего мозга на будущее. Ну, например, скажу за себя, опять же, с лавандой. Я стала в 10 вечера всегда включать лаванду в диффузоре. И как сначала это было что-то новенькое, сейчас это просто уже такой на автомате ритуал, но в это время мозг сразу считывает такой: ага, все, я чувствую лаванду. Помимо того, что она и так работает на уровне тела, да, на уровне физики, она еще и включает ассоциации, что ну все, мы успокаиваемся, уже ночь на дворе и так далее. И все, у меня запускается ассоциация со сном, где бы на самом деле я ни была.